Ребята, всем здорово. Значит, смотрите, ситуация у нас вот такая. Слышите, да? Если эта же штука и стучит вот таким образом. А если быстро крутить? Исчезает во влажную погоду. Если вы зададите вопрос где-то на форумах и так далее, у вас посыпется просто бесконечное количество советов. Начнется все с опорного подшипника. Сразу говорю, это не он, я его поменял, ни хрена не поменялось. Дальше советуют посмотреть тягу. Тягу снимали, шатали, проверяли. Тоже вроде бы ничего такого нет криминального в ней. То есть палец этот ходит, все нормально, никаких ни подклиниваний, ни звуков, ничего там не издает. Еще говорят шаровая, но шаровую мы просолидолили, короче. Тоже не оно. Есть одна идейка с витком резинки на пружинке. По этому поводу даже было письмо АвтоВАЗа. Такое, если вдруг такая штука случается, то надо отрезать кусочек резинки. Что мы сейчас, по сути, и попытаемся сделать. И посмотрим, помогло или не помогло. Или надо копать дальше. Походу появился знакомый звук. А быстрей? Так, не, ну сюда так. Ну вот, походу оно и... Сейчас демонтируем до конца и проверим. Ну да. Вот, походу оно, смазочка закончилась, вот там вот внутри белая, вот это вот. Но есть смазка, получается, сверху, снизу, а вот там нет. И, скорее всего, это было вот... Притом сверху снизу она такая высохшая. Да, она подсохшая, закоревшая. А там видно, что вообще он чистый пластик, как будто бы по нему, скорее всего, и корежило. Ну, можно было, наверное, проколом нахреначить туда какого-то побольше жидкости и не отпиливать. А это не наш метод, все. До свидания. Ну вот ему, походу, все равно. Ему лишь бы болгарку в руки и пилить что-нибудь. Да, это же Жига, там кроме болгарки и кувалды ничего не помогает. А тем более у него вон этих стоек коллекция. Сейчас какую-нибудь найдем, более-менее. Если что, из двух одну сварим. Вот, делов-то. Так вот, получается, короче, можно просто вот, как ты там говорил, что надо сделать? Ну, типа, можно не пилить же, правильно? Да, можно не пилить, можно, в принципе, оставить его как есть, даже не снимая, просто залезть туда шприцом, типа 20-кубовым каким-нибудь, и проколом просто. Да, это как бы тоже временное решение, потому что через прокол со временем будет попадать жидкость, но, по крайней мере, наполнить его снова смазкой, более живой и более текучей, чем с завода, который вот этот вот пластилин там заложен. Угу. Вот. Ну, там нету ничего, по сути. Да, по сути, там как бы и нет получается... ничего, она почернела, вся высохла и все. То есть, получается, фишка в чем? Что он не застучал, а просто закончилась смазка, и он заскрепил шарнир заскрепел на пластике вот на этом. Притом это получается нижний шар. Нижний шар, все Верхний правильно. мы отпиливали, еще не допилили, сейчас будем пилить. Сейчас мы будем пилить твою Жигу, да? Ладно. Беда. Запчастей вроде хватает тут, если что. Насобирай. Так это, смотри. Был вопрос, прям всем клубам решали, когда снимаешь стойку, меняешь опорный подшипник, надо ехать на сход-развал. Угу. Вопрос, что тут можно регулировать вообще вот в этой всей истории? Ну вот ты снял стойку, и дальше что? Ну, поставил. Только вот из сапога вытянул ее от кулака поворотного, открутил, то все, в принципе. Ты обратно 2 болта вставил, и погрешность там... На уровне погрешности твоя будет регулировка, то есть за счет того, насколько просрали инженеры или технологи отверстие с болтом.
Все. А сверху там, как ты говоришь, 3 болта и практически без возможности куда-то что-то сместить. Это тоже просто будет на уровне погрешности. Там ни градус никогда ты даже градус не получишь. А чтобы ощутимо получить какую-то погрешность, то есть, ну тут нереально у нас. То есть надо тогда переделывать эти болты. Ну, надо отрезать нахер эти уши Да, или что-то там да. придумывать, Либо рассверливать дырки каким-то образом. Да. Один болт пихать до конца к стойке, Да. а второй болт выпихивать наоборот Наружу, сюда, чтобы да, колесо, чтобы ну, колесо, типа... то есть можно было в плюс либо в минус его заваливать. Все. Да, но вообще получается на Макферсоне как таковое не делается Развал, да. развал, только сход. Да, только Вон тем схождение, то есть регулировочным на рулевом наконечнике. Всё. Если ты не трогал рулевой наконечник, Нет. вообще насрать. Да. У тебя шаровая точка Да, опоры, да. у тебя вот там точка опоры, и вот это. Если они сходятся, ну то есть ты снял, назад поставил, если они все закрутились, Да. все, и закрыли этот вопрос нахер. Да. Так вот, короче, если вы сняли все-таки стойку, чтобы без прокола делать, Ну, подколыпливаем. стопорное кольцо там снимается, Да. отсупонивается эта штука, шприцом зафигучивается туда. Смазки. Смазка. Сколько не жалко, ну только чтобы потом не перло, блин. Ну да, чтобы оно не вылезало, конечно, оттуда. Всё. И Отдел- обратно. Та-та, Упс. повезло. Ну тише ты, ё-моё. Вот все время на камеру так и получается. Выключай А камеру. ты не всё. нервничай. Я не А нервничаю. то ты сразу переживать начинаешь. Конечно, конечно. Руки трястись начинаются. Конечно. Ну, надо же То показать есть- ребятам, как это делать, а то вдруг не знают, потом вопросы будут задавать. А ты им на пальцах будешь объяснять. Ну, там колечко. Я Фигечка, точно надо- объяснять не буду ничего уже. Я просто скажу в Гугле все знают, все там, спрашивайте, все там. К тебе Макс пристанет, и фиг ты его в Google отправишь. Бывает, да. Макс, привет. Как твой развал на задней оси? Макс, почему ты Макс, молчишь? отпишись мне. Макс, отпишись ему, он переживает за развал. Да. Опа, и вот так вот смазочка чик, распределяем равномерно по Да. шарнирчику. Немножко БУ, идеально новые оригинальные вестовские стабилизаторы устанавливаются на немножко БУ оригинальную Весту СВ красу. Да, у Димаса, короче, если что, есть запасные части, вон там ведрами лежат. Нет, уже не ведрами, ты у меня все стырил. Все. Теперь обращайтесь к нему, да. К этому вот к этому, что за камерой там ржет. Если что, у меня ваша стойка теперь. Бушная. Ян, твоя стойка у него, вот у него, который ржет. Ян, ты понял, да? Да, меняйте стойки по 2. Чтобы, Чтобы у меня были по одной. чтобы у него оставалась всегда одна в запасе. Для таких, как я, у которых сломалась только одна. Итак, ребята, короче, оказалось реально тяга стабилизатора, вы уже все видели. Объясню, почему так вышло, почему я сначала предположил, что это не тяга, а потом оказалась тяга. Фишка в чем? Казалось, как будто бы вся проблема в стороне с водительской. С водителя, да? В стороне водительской стороне. И в пол отдавало сюда, и по звуку все отдавало полностью вот на левую сторону. А когда мы уже посмотрели с ямы, и вы видели, да, то оказалось, это полностью вся проблема в правой стороне, то есть с пассажирской. И даже Димас, когда потом рассказывал, он говорит, я сижу в яме, я кручу рулем, он говорит, смотрю вот на пассажирскую эту стойку, а звук у меня сзади. Пока, говорит, я рукой не взялся за одну тягу и за вторую. И вот когда взялся рукой за правую, за пассажирскую, прям щелчки в руку отдают. А звук реально за ним, кажется, в рулевой колонке. Так что вот так вот. Всем спасибо, всем пока.